И так как во время этой церемонии даются обеты, эта церемония очень серьезная. We have the saying in America, don't make promises you can't keep. И в Америке есть такое выражение, что не давайте тех обещаний, которые вы не можете следовать или исполнить. So we're confident you'll keep your promises. И мы уверены в том, что свои обещания вы сдержите. But it's serious. Но это серьезно. I promise to do this and not to do that. И вы обещаете делать что-то и не делать чего-то. But in the Bhagavad Gita, Krishna refers to these vows that we make as the regulative principles of freedom. Но Кришна описывает эти обеты, которые вы даете в Бхагавад-гите, как обеты свободы. To put it very simply, Если сказать об этом проще, when we promise not to do the bad stuff, not to do sinful stuff, then we're free to do the good things of life, to serve the Lord and our teacher and the devotees. и когда мы даем обеты не делать чего-то плохого или греховного, так таким образом у нас освобождается возможность сделать что-то хорошее и служить Господу. We're free to serve the Lord of our heart with all the love and devotion that we can muster. Мы получаем возможность служить Господу нашего сердца и преуспеть в этом. So don't do this so that we can do this. И если вы не делаете это, и вы обещаете, то вы можете делать что-то хорошее. In the Bible, Lord Jesus says that one cannot serve matter, one cannot serve one's, the things of this world and serve God at the same time. И в Библии Иисус Христос говорит, что невозможно одновременно служить и материальному, и духовному. We have to offer everything, all the results of all our service to God. И все, что мы не делаем, все служение мы предлагаем как подношение Господу. So therefore we have to give up the bad things. Поэтому нам необходимо отказаться от плохих So вещей. we can love Him with all our heart and soul. Чтобы нам ничто не мешало любить Его всем сердцем и всей душой. That's serious. И это серьезно. We've been doing the bad things for many lifetimes. Потому что греховной деятельностью мы занимались на протяжении многих жизней. Stop. А теперь вдруг надо остановиться. It's only possible if we have a higher taste that comes in spiritual life. И это возможно только если мы обрели высший вкус духовной жизни. The love that awakens in our heart for the divine couple of God and Krishna, nothing more satisfying than that. И любовь, которая пробуждается в наших сердцах по отношению к Раде и Кришне, ничто не может сравниться с этим и удовлетворить сердце больше. And even if you just experience a drop of that love, И даже если вы прочувствуете лишь каплю этой любви, it's enough for you to resist all the temptations of this world. это поможет вам не поддаться соблазну, который присутствует в этом материальном мире. There's a lot of temptations to keep us entangled in this material world. Потому что этот материальный мир создан так, что он соблазняет нас совершать греховную деятельность. The power of God's love, the power of the Lord's love for us, Param Drishna Nivartante, that's much greater than any temptation of this world. Но сила любви Господа к нам превосходит любые соблазны этого мира. So if you stick to your vows, Если вы будете строго следовать своим обетам and you chant Hare Krishna, и будете повторять Харе Кришна, it's a lot. и это много, And many letters where Prabhupada says, just by chanting the names of the Lord and by following regular principles, one can go back to the spiritual world. во многих своих письмах, адресованных к ученикам, Шрила Прабхупада говорил, что если вы будете повторять святые имена и служить, то тогда вы вернетесь назад домой к Богу. All problems solved. И все проблемы будут решены. Because when you get back to the spiritual world, there's no problems. Потому что когда вы возвращаетесь в духовный мир, там уже не будет проблем. The problems come from forgetting God И проблемы у нас появляются от того, что мы позабыли о Господе. and becoming entangled in this labyrinth of material world. И мы погрузились в хитросплетение этого материального мира. So once you get out of here, it's like once you get out of the prison, we say in Australia, no worries, mate. Once you're out of the prison, a lot of your problems are solved. И если вы выбрались из тюрьмы, то проблем уже не будет. I've seen some videos of people who are released from prison after, 4 or 10 or 20 or 30 years. Their eyes just light up. They come out of the prison gate and there's their loved ones and they have
the right to make the proper choices now. They run to their wife, they run to their husband. Freedom! И я наблюдал несколько сцен, которые засняли в тот момент, когда заключенных выпускали из тюрем. Они просидели там год, 4 года, 20, 30 лет. И они с распростертыми объятиями бежали навстречу тех, кого они сильно любили. Они были рады встретиться со своей семьей, со своими женами. Anyone who's been in prison knows the relief of getting freed from prison and coming back into society. It's not a perfect analogy, but it gives us an idea of what liberation is like. Но каждый, кто был в тюрьме, он может поделиться опытом, какое облегчение они испытывают после того, как им доступна свобода. Конечно же, это не самая изящная аналогия, но она хорошо описывает эту ситуацию освобождения. So today the doors of liberation, the doors are opening to give you freedom to serve the Lord of your heart, to serve the divine couple, God and Krishna. You're vowing to give up all the bad stuff that entangles you, and that gives you the opportunity to serve the Lord of your heart with freedom. И сегодня именно тот день, когда открываются ворота вашего освобождения, и вы получаете доступ к тому, чтобы служить Господу своего сердца, а также служить Радхе Кришне, и в этом будет ваша свобода. So take your vows very seriously. Поэтому очень серьезно отнеситесь к обетам, которые вы даете. No violence. Здесь нет никакого насилия. Do good to others. Никогда не совершайте насилие, всегда хорошо относитесь ко всем. Никогда не делайте того, что вы не хотели бы получить в ответ. No eating of meat, fish or eggs. Вы никогда не должны есть мясо, рыбу, яйца. Don't take intoxication. Не принимайте интоксикации. Why? Зачем вам It это? destroys your body. Это разрушает ваше тело, It destroys your mind. ваш ум. And unless you have a good body and a clear mind, it's difficult to think of God. А если у вас больное тело и нездоровый ум, очень сложно сконцентрироваться на Господе. So no more intoxication. Поэтому никаких интоксикаций. No sex outside of marriage. И не должно быть сексуальных отношений вне брака. Not against sex. Мы не против секса. Otherwise, we wouldn't be here. Иначе бы нас всех тут не было с вами. We wouldn't have the chance to utilize this life for reawakening our Krishna consciousness. Тогда бы мы не получили эту жизнь, которую мы с вами стараемся задействовать в служении Кришне. So sex has its purpose, and it can be an act of divine love if you raise your children to become good devotees of God. И сексуальное отношение приемлемо, если это акт божественной любви, и вы задействуете его для того, чтобы вырастить детей в сознании That's the Кришны. real satisfaction of sex, not just 5 minutes of pleasure, so-called pleasure, but taking a soul, welcoming a soul into your home and training that soul to become a lover of God. And you see that child engaged in devotional activities. So satisfying to the heart. И это то истинное удовлетворение и наслаждение, которое вы получаете. Оно заключается не в том, что оно длится 5 минут во время сексуального акта, оно заключается в том, что вы видите, как джива, получившая тело, развивается в сознании Кришны, практикует. И это огромное счастье для вашей души видеть, как прогрессирует ваш ребенок. And no gambling. И нельзя играть в азартные игры. Gambling doesn't just mean to go to the casino and spend money. No. И азартные игры не подразумевают, что только то, что вы не ходите в казино и не играете в азартные игры. Gambling means to misuse anything that God has given you. И азартные игры, не вступление ни в какие махинации, означает, что вы никогда все задействуете, то, что вам дано, в правильном русле, все, что вы получили. Sometimes we just forget how kind the Lord is to maintain us in this world. Иногда мы с вами забываем, насколько Господь добр и что именно Он поддерживает нас. Everything we have, down to the smallest iota, can only come to us by the grace of God. И все, что нам дается, все, что к нам приходит, все это от Господа. Он дает нам все. How? Because He's the source of everything. А почему? Потому что Он является источником всего. He's the source of everything that's material and spiritual. So ultimately, it may come in different ways to us. It's all the grace of the Supreme.
И все, что приходит к нам, материальное, духовное, все это приходит по милости Господа. Nitya Nityanam Chaitanas Chaitananam Ekobahanam Yovadidati Kamam. That out of all the eternal beings, there's one who's maintaining everyone else. Из всех живых существ существует лишь Он один, который поддерживает всех остальных. And who is that one? И кто же этот один? God. Это Господь. There may be different names for God. И, возможно, Господа называют разными именами. In every spiritual tradition, there's a name for God. И в любой духовной традиции существует определенное имя Господа. But God is one. Но на самом деле It's Господь the same един. person. Это та же личность. Just like you have three names. Так же, как у вас есть три имени. Generally in families, especially aristocratic families, there's long names. So you have your first name, you have your middle name, and then you have your last name. И особенно это касается аристократических семей. Как правило, у каждого из вас также есть имя, отчество и фамилия. So you're only a small particle, you're only a servant of God. И вы лишь слуги Господа, вы Его частица. How much greater is God? И насколько более великим является He's Господь. master and we're all servants. Он является Господином, а мы Его слуги. So if you have three names, Если у вас есть три имени, how can God only have one name? почему Господь может иметь лишь одно имя? His names are actually unlimited. Его имена бесконечны. Unlimited. So everything is coming from Him, so therefore whatever we have, it's been gifted to us. We shouldn't abuse it, we should use it properly. We shouldn't take according to our greed, we should take from God according to our need. Так как все исходит от Господа, мы должны очень ценить все то, что приходит к нам, и мы должны брать только сколько нам нужно, а не сколько мы хотим из-за нашей жадности. Just like I've read in countries that are quite developed, people are quite wasteful. There's so much food thrown away every day from the table. People eat, but they don't even. And there's been studies done that tons and tons of food that could have been used to feed the needy are thrown away on the tables of wealthy and middle-class families. И есть такая статистика, что в развитых странах люди перестали ценить еду, и поэтому более тонны еды выбрасывается каждый день со столов людей, которые на среднем и на высшем уровне находятся по достатку. The same goes for clothes and household utensils and even refrigerators. You know, we throw them away before their due time because we want something new and flashy and fancy. И это также касается одежды или каких-то вещей, потому что очень многие, и даже холодильников, потому что многие выбрасывают что-то старое просто для того, чтобы обрести новое, хотя то, что было, еще не вышло из строя. I read an article recently about a man who became extremely wealthy by just going around in rich neighborhoods and going through people's garbage. И я недавно прочитала статью об одном человеке, который разбогател только благодаря тому, что он ходил в районы, где проживают богатые люди, и смотрел, что они выбрасывают на помойку, их мусор. This is a form of gambling, throwing away things that can be useful have been given to us by the Lord. We don't want to gamble. И это своего рода то, что вы играете с судьбой, вы выбрасываете то, что вы можете еще задействовать, и напрасно растрачиваете это. Simple living with high thinking. И простая жизнь и возвышенное мышление. That's one of our mottos. Это одна из наших моделей поведения. Simple living Простая жизнь, with high thinking. возвышенное мышление. If we live like that, there's enough for everyone on this planet. И если бы мы жили так, то всего бы было достаточно для всех на этой People don't need планете. to starve or be in need or suffer because of poverty. If we learn to live in harmony with each other, understanding God's laws, the whole world can be happy. Just take what you need. Don't take according to your greed. This means don't gamble with what God has given you. И если бы жили люди посредством, они брали от природы только то, что им нужно, то все были бы в гармонии и не было бы никакого голода и несчастья на этой планете. Просто принимайте то, что вам нужно, а не руководствуйтесь своей жадностью. Ishavasham idam sarvam yatkinja yatatam jagat
Tena Kaptena Bunjitaha, Makiraha Kashishvedanam. I haven't quoted that since 1975. И я этот стих не цитировал с 1975 года. Everything that moves or doesn't move in this creation is owned and controlled by the Lord. И все движимое и недвижимое в этой вселенной контролируется Господом. Therefore, one should take only what is necessary for oneself, leaving the rest aside, knowing well to whom it belongs, how it belongs to the Lord. Поэтому каждый из нас должен взять только то, что необходимо ему, и оставить все остальное, помня о том, кому все принадлежит. Otherwise, we're gambling. Иначе мы берем больше, чем Taking положено. good money and throwing it away. Это тоже азарт или азартные игры, потому что мы берем деньги, а затем также их выбрасываем. So these are the things you don't want to do. No meat eating, no intoxication, don't destroy your body and mind. No sex outside of marriage. Sex is something divine for conceiving beautiful people. And no gambling. И поэтому помните о том, что мы не употребляем, не едим мясо, рыбу, яйца, мы не употребляем интоксикации, не играем в азартные игры, и сексуальные отношения предназначены для зачатия прекрасных детей. That makes you good people. И таким образом вы становитесь хорошими людьми. That's civilized life. Это цивилизованная жизнь. Those principles are there in every bona fide religion in the world. These make people good. И эти принципы присущи каждой авторитетной религии в этом мире. Это то, что делает людей лучше. It allows us to live in harmony with each other, our neighbors, our countrymen, other nations. We can live in harmony if we follow these basic principles of civilized life. И это позволяет нам жить в полнейшей гармонии с нашими соотечественниками, а также с нашими заграничными друзьями. Это то, что делает нас цивилизованными людьми. But we're not interested in just becoming good people. Но мы не заинтересованы в том, чтобы просто становиться хорошими людьми. We want to become divine. Мы хотим стать божественными. We want to be part of God's family. We want to be God's children again. So for that we have to even rise above goodness. We have to come to Shuddha Sattva, pure goodness. We have to become like saints. И мы хотели бы стать частью семьи Господа, стать снова Его детьми, а для этого нам нужно возвыситься от гуны благости до шутха саттвы. И мы должны стараться стать святыми. Every religion has saints. В каждой религии есть святые люди. Divine personality. Это божественные Who are личности. detached from this world and totally attached and in love with God. Они отречены от этой жизни, они полностью погружены в любовь к Господу. But it's not that there's just supposed to be a few saints in every religion. They're there to set the example of what we should become. А для чего нужны святые люди в каждой религии? Потому что они показывают нам пример того, какими мы должны стать. We all want to become godly. We want to become godly. Мы хотели бы стать божественными. We don't want to become God. Мы не хотим стать Богом. That's the biggest illusion ever. Это самая большая иллюзия. God is very great and we're very small. Потому что Господь велик, а мы малы. So we don't want to become God. We're happy just to become the humble servant of God. И мы не хотим стать Господом, но мы мечтаем стать слугами Господа. We want to become godly. Мы хотели бы стать божественными. But now we're all dirty inside. Но сейчас каждый из нас грязен внутри. You can't wash away lust and anger and greed with a bar of soap. Вы не можете просто обычным мылом отмыть себя от жадности, вожделения и гнева. It's like if you're going to meet an important person, you take a bath, you put on your best clothes, a little cologne. So if that's true with just meeting some VIP in this world, if we want to meet God, how pure we have to become. He's the supreme pure. We have to become purified. И перед встречей с кем-то очень важной в этом материальном мире мы также омываемся, одеваем чистую одежду, душимся, немного парфюма используем. А что уж говорить, если мы хотели бы встретиться с самим Верховным Господом. Нам необходимо полностью изнутри очиститься и приготовиться к этой встрече. Whereas the Vedas put it, А как об этом говорят Веды? to enter into fire, you have to become fire. Для того, чтобы войти в огонь, вы должны стать сами огнем. So if you want to associate with the Supreme Personality of Godhead, who is the most lovable person in which we have an intimate, loving relationship, you have to work your whole life to become purified.
И если вы хотите общаться с Верховной Личностью Бога, который любит всех живых существ, вы должны очистить себя полностью изнутри для того, чтобы подготовиться к этому. You have to develop pure love for God. И на это уходит вся жизнь. Вам To необходимо the развить degree, as described by Chaitanya Mahaprabhu. любовь к Богу. Об этом говорит Шри Чайтанья I Махапрабху. know no one but Krishna as my Lord. He shall always remain so, even if he handles me roughly by his embrace, or makes me broken-hearted by not being present before me. He's always my worshipful Lord, unconditionally. This is the mood of the Braja Gopis. Об этом говорит Господь Чайтанья. Он говорит, что я не знаю никого, кроме Господа, и я люблю лишь Его одного, и даже если Он жестоко разобьет мне сердце, не появляясь передо мной, все равно Он останется моим господином из жизни в жизнь. Таково настроение в Раджа Гопи. Or, oh Govinda, feeling your separation, I'm considering a moment to be like 12 years or more, and tears are falling from my eyes like torrents of rain. We see this in the saints. They cry in love of God. This is the stage we want to come to before we die. А также есть этот стих, описывающий состояние любви к Господу. Он говорит о том, что «О Говинда, даже секунда разлуки с тобой кажется мне подобно 12 годам, и мое сердце разбито, из моих глаз и льются потоки слез». И мы все знаем, что, как правило, святые люди изображаются со слезами на глазах, и это плач по Господу. There's 8 symptoms of love of God. Существует 8 симптомов любви к Господу. Crying, the voice is faltering, your hair stands on end, you become unconscious. И их несколько. Вы плачете, а ваши волосы встают дыбом, а ваша речь прерывается, или вы теряете сознание. It's very far away, we're not anywhere near there yet. И, конечно же, это все далеко от нас, и мы еще не на этой стадии. You have to get there in the next 20, 30 or 40 years. You just have a short time. И но в ближайшие 20, 30, 40 лет вы должны обрести это, и у вас не так много времени впереди. Otherwise you come back. А иначе вы вернетесь сюда снова. 9 months in the womb. И вы проведете 9 месяцев в утробе. Someone locked you in a dark closet for 9 months. You go cuckoo. И если бы кто-то закрыл вас в темном шкафу на протяжении 9 месяцев, вы точно бы сошли с ума. You want to come back. Поэтому нет смысла возвращаться сюда. All the childhood diseases. И просто подумайте, что все дети болеют. School. И вам придется снова в школу. Finding a husband. И потом еще искать мужа. А потом еще замуж, и это все сложно. Old age. А потом старость. Me and Charatma, we need hearing aids, we need glasses. И я, и Читратма Прабху, мы уже нуждаемся в слуховых аппаратах и в очках. We need pills for digesting. И нужно принять несколько Well, not таблеток, him. чтобы все He has the переварилось. digestion of a 14-year-old star football athlete, like, Ronaldo or something. Но для Читратмы Прабху нет необходимости в каких-то пилюлях для переваривания, потому что его аппетит подобен тому, кому 14 лет, и он супергерой в футболе, молодой атлет. Он так все быстро переваривает. But the spiritual world is not like that. Every spiritual tradition gives a hint of what the spiritual world is like. И в каждой духовной традиции существует упоминание о духовном мире. So you choose that religion which you feel most comfortable with. И вы выбираете именно ту религию, в которой вы чувствуете себя комфортно. No religion has a monopoly on the truth because God, He's unlimited. Even you get to the height of understanding, there's more to know about God. И у никакой религии нет какой-то монополии на Господа, потому что это знание о Господе, оно бесконечно. Чем больше вы узнаете, тем больше для вас открывается. So you find that spiritual tradition that you feel comfortable with or is predominant in your country or your part of the world. И вы исследуете той духовной религии, которая вам интересна, с которой вам комфортно, или та, которая преобладает на той территории, где вы живете. And give yourself 100%. И вы на 100% отдаетесь ей. And then you become saintly. А после этого вы обретаете качество святого. Maybe you won't be written down in the history books or people won't paint pictures of you with halos. We're not after fame, name and fame.
И, возможно, о вас мне напишут в священных писаниях и не будут изображать ваш портрет с нимбом над головой, но нам это и не нужно, потому что мы не стремимся к какой-то славе. Единственное, от кого мы хотим, чтобы он нас знал или видел наши... На самом деле существует две личности для нас, одобрение которых мы ищем. Это наш духовный учитель и Господь. We're not after becoming famous football star, Ronaldo, singer like Beyonce, or politician. I won't mention any because we'll get in trouble. That's not our goal. We want to be recognized by our spiritual guide and by the Supreme Lord. That's what we want in life. We want to be recognized by them, because if you become seen by them, then all your desires will be fulfilled. И мы не стремимся обрести какую-то популярность и стать известными, подобно Рональдо в футболе или Бейонс среди музыкантов и певцов или любых других политиков. Не буду говорить их имена, чтобы у нас не было никаких проблем. Но нам очень важно, что о нас думает духовный учитель и Кришна, потому что мы ждем их одобрения. Для нас это важно. The spiritual master, he's very happy when his students assist him in the mission of sharing these good teachings with the world. Духовный учитель очень счастлив, когда мы помогаем ему в его миссии, когда он хочет поделиться чем-то духовным с миром. But he's also happy when we become pure devotees of the Lord. Но также он счастлив видеть, когда мы становимся чистыми преданными Господа. In the old days, we used to judge our progress in spiritual life by how many books we distributed. И в прошлом мы считали, что наш прогресс в сознании Кришны зависит от того количества книг, которые мы распространяем. Or how much prasadam we gave out. Или какое количество просады мы раздали. In numbers. Это все исчислялось в цифрах. That's okay, but really what we want is purification of the heart. И это хорошо, но на самом деле то, что важно для нас, это если наше сердце очищается. No civilized person likes to be unclean. Цивилизованный человек не любит, когда он не омыт и чист. In Vedic culture, the brahmachari would take 1 bath a day, the householders would take 2 baths a day, and sannyasis, because they're very active traveling and preaching, they would take 3 baths a day. И в ведическом обществе брамачари омывался 1 раз в день, грихастха дважды, а саньяси из-за того, что он много путешествует, должен был омываться 3-dy в день. No one likes to be a civilized person doesn't like to be unclean. They like to be suchinam, with a clean body and fresh clothes. Sometimes in civilized cultures, people change their clothes 2 or 3 times a day. И цивилизованные люди не любят нечистоту, поэтому они предпочитают мыться несколько раз в день, и правилом хорошего тона считается сменить одежду даже несколько раз в течение дня. Men who have an afternoon shadow, they sometimes shave 2 times a day. И иногда джентльмены, когда они принимают омовение в обед, они также бреются. И также они бреются утром и вечером, и в обед. Their beard grows out by 5 o'clock in the afternoon, so they shave twice. Suchinam, they're clean. The prophets have all these long hairs. This is symptomatic of hippie life. И у некоторых мужчин борода отрастает к 5 вечера, поэтому они дважды бреются за день. И это показатель определенной чистоты. Как говорил Шрилы Прабхупады, что длинные волосы у мужчины – это признак хиппи. I've been in trouble for saying this with the youth, but Prabhupada did say Krishna consciousness means clean shaven, because your external appearance is indicative of your internal consciousness. И, возможно, молодое поколение расстроится после моих слов, но Шрила Прабхупада говорил, что сознание Кришны – это когда вы хорошо выбриты, и потому что ваш внешний облик отражает ваше внутреннее сознание. And in that purified state, we can stand before God, not just externally, but if in our heart there's no more dirt, there's no lust, there's no anger, there's no greed, and much more, by dint of our spiritual practices, particularly chanting Hare Krishna, we can stand before the Lord with pure love for Him and await His embrace.
И когда мы чисты полностью, когда мы чисты не только снаружи, но и внутри, когда наша душа очищена от всего неблагоприятного, от гнева, вожделения, жадности, тогда, благодаря тому, что мы следовали духовному пути, а именно мы его воспевали, мы можем предстать перед Господом с распростертыми объятиями, ожидая, когда Он обнимет нас в ответ. Progress in human society is not measured by monetary figures or by material possessions or by name and fame. Progress in human society should be measured to the degree how advanced we are in loving God. That's real progress. И в человеческом обществе мы не должны судить о том, спрогрессировал человек или нет, потому сколько денег у него есть или какую позицию он занимает. Мы должны говорить о его прогрессе только в том случае, если он духовно развивается. What's the value of anything else? You can't keep it, even if you keep it for 100 years. When you die, bye-bye. А какой смысл во всем остальном, даже если вы сохраните свое богатство на протяжении 100 лет, но после того, как вы умрете, вы должны всему этому сказать пока-пока. The Egyptian kings foolishly thought they could take all their hard-earned possessions with them, so when they died, their servants and family members, they buried with them all kinds of expensive items, and jewelry and gold, and even they killed some of their servants so they could go with them. But it was this is all speculation. И египетские фараоны ошибочно думали, что после момента смерти они могут забрать все достояния с собой, поэтому в свою гробницу им клали все самое драгоценное, что у них было, и также иногда убивали их членов семьи или слуг, и также погребали вместе с ними. Но это ошибочное заключение. Единственное, что бесконечно ценно в нашей жизни, это любовь к Кришне. And we have to thank the Lord that love is never diminished. There's no loss or diminution of this process. When, by His grace, it goes with you to your next life. So whatever advancement you made, say you're like 85%. Next life, you get a little compensation, 86. You start at 86%. Wow. Спасибо большое, Krishna. All our hard-earned, all the harinams we've done, all the chanting we've done, all the prashadam, there's no loss or diminution. Next life, it goes with you. И мы должны благодарить Господа за то, что в конце жизни мы не теряем весь тот уровень, который обрели. Например, если мы достигли 85% преданного служения, то после смерти мы обретаем новое дело, и нам дают даже еще один дополнительный процент, и мы начинаем с 86%. Поэтому нам очень нужно благодарить Господа, что Он не лишает нас духовности, накопленной за жизнь, и Он также дает нам ее снова в новой жизни. So why should we work so hard for something impermanent? We should work hard for something permanent. This is logical. This is Niti Shastra. И для чего же нам работать для чего-то временного, если нам нужно больше работать для чего-то вечного? Spiritual life makes so much sense when we hear it from the Guru, Shastra, and Sadhu. It's like, wow, that's right what he's saying. Prabhupada says it's like, yeah, that's right. И духовная жизнь обретает очень глубокий смысл. Как правило, когда мы слышим Гуру или Прабхупаду, мы часто в душе у нас отзывается, мы говорим, да, все верно, то, что он говорит, имеет смысл. Like sometimes I'm working on my computer. This happened the other day actually, and I have a whole text there, like a whole 3 pages of, right, and it's gone. I deleted it. It's like, oh, all that work for. And we say in French, rien du tout. C'est passé, c'est gone. C'est pas là. Bien sûr, qu'est-ce qui est passé? Mon image. So life can be like, you work so hard and you die. Like, whoa, wait a minute. Sorry, Baba. One gold coin. Nothing. И недавно я работал за компьютером, что-то печатал, и вдруг я случайно нажал не на ту кнопку, и все 3 листа, которые были набраны, над которыми я работал, вдруг исчезли. Вот только представьте.
Поэтому в момент смерти вы не можете взять с собой ничего, и даже если вы захотите взять с собой одну золотую монету, вам скажут нет, вы не можете с собой взять никакие накопления. I remember a movie when I was young, because before Krishna consciousness you could watch movies. So this movie, there was something wrong with it. Some people went, some adventurers went into a cave and went to the center of the earth, and it was all made of gold. And they were, we're going to get all the gold. But then there was a collapse of the kingdom inside the earth, and all the gold was going away. But they managed to, they were running out trying to grab it, but it's slipping from their hands, and then, they run out of the hole back onto the earth, and they've got nothing. And they're crying, we had the chance to get all that gold, we couldn't even come out with it. И я помню один приключенческий фильм, я его еще смотрела до сознания Кришны. До сознания Кришны можно смотреть фильм, он заключался в том, что были молодые люди, которые случайно проникли в одну пещеру, которая вела в центр Земли. И когда они добрались туда, они увидели, что центр Земли полностью состоит из золота, и там целое государство. И в тот момент, когда они решили забрать все это золото на поверхность, вдруг это пространство стало рушиться, все это государство. Они очень старались, они брали это золото, но оно растекалось из их рук, и когда они очнулись на поверхности, они поняли, что, к большому сожалению, они не смогли с собой ничего унести. И затем фильм заканчивается. A man goes into his pocket to get out a packet of cigarettes, and there's a gold bar in his pocket. He somehow got a gold bar. The whole movie ends. Wow! And we all go out to the theater. Yeah, I'm going to find that gold bar and take it with me. It's not like that. И последняя сцена этого фильма, когда главный герой решил из кармана штанов достать пачку сигарет и вместо этого достал золотой слиток. И вот такой экстаз у него, он его показывает, и мы все тоже закричали «Ура!». И каждый из нас вдохновился и подумал, что наверняка мы в своей жизни найдем этот золотой слиток, и он будет у нас. When my grandfather died, I was wondering, he was a millionaire. Did Grandpa take anything? Somehow he made some, a 6-year-old kid. Did Grandpa take anything with him to heaven? И я знал, что мой дед был миллионером, и он оставил тело, когда мне было около 6 лет. И я много размышляла о том, что куда же он дел свое богатство? Может быть, он с собой все забрал в рай? And I learned later on in Krishna consciousness that you can take something much more valuable. Но потом в сознании Кришны я понял, что ничего он не забрал с собой. И я также понял, что есть что-то более важное, что вы можете забрать с собой. Your genuine, eternal, truly satisfying love for Radha Krishna. Свою истинную, божественную, всепривлекающую любовь к Раде и Кришне. According to Prabhupada, it's guaranteed. You stick to these regulative principles, you chant your 16 rounds, you serve in the association of devotees, study Prabhupada's books, you can make it. И Шрила Прабхупада гарантирует нам, но он говорит, что если вы будете повторять 16 кругов, следовать регулирующим принципам, совершать служение в обществе преданных, то вы гарантированно вернетесь домой. And sometimes I often repeat Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's statement at one initiation. He said that I see no reason why all my disciples cannot go back to the spiritual world in one lifetime. И я очень часто цитирую слова Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура перед одной инициацией. Он сказал, что я не вижу никакой причины, почему бы всем моим ученикам не вернуться назад домой к Богу за одну жизнь. That's not to say that life's not going to be difficult. Life's going to throw many things at you. И это не говорит о том, что жизнь предстоит легкая, потому что наверняка жизнь будет кидать вас в разные сложности. But not only can you tolerate those things, you can also rise above them by being transcendental, by always chanting the sweet names of our beloved Sri Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И это будет больно, но вам необходимо не просто терпеть эту боль, но также подняться на трансцендентный уровень и, что бы ни случилось, повторять сладкие имена Харе Кришна Махамантры. And that's why Srila Prabhupada said, chant the names of God, chant Hare Krishna, and your life
will be sublime. И поэтому Шрила Прабхупада сказал следующую фразу: повторяйте Харе Кришна Махамантру, и ваша жизнь будет возвышена. So protect yourself against the influence of the material energy by following the right principles and awaken your divinity, become saintly persons and go back to Godhead by chanting Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mahamantra ki, Srila Prabhupada ki, Guru Parampara ki, Shri Radhasham Sundar ki, Shri Bhajabhumi, Shri Vrindavan Dham ki, Mayapur Dham ki, Gauranga Mahaprabhu ki, Jai Jai Shri Radhe. So now we're going to call the initiates forward. И теперь мы позовем тех, кто получает And you'll take your инициацию, vows, и вы дадите свои обеты, and then you'll get your beautiful spiritual names. и вы обретете свои прекрасные духовные имена. We worked many hours И мы над этим трудились многие часы to give you the perfect spiritual name. для того, чтобы дать вам идеально подходящее духовное That's why I имя. always ask if my secretary could give me your names, your age, and a photo of you, so I can look at that and think, what would be an appropriate name for this devotee? So a lot of thought has gone into this. И поэтому я всегда прошу своих секретарей предоставить мне ваше обычное имя, возраст, а также вашу фотографию, чтобы посмотреть на нее и помедитировать, какое имя и какое именно имя вам подойдет. Поэтому я этому уделяю особое значение. So you can think, И поэтому, возможно, вы можете думать, you can think that yes, my spiritual master has considered a lot of really giving me this name today. и вы можете думать, что именно сегодня духовный учитель даст вам новое имя. This is very kind. He's the person who chosen this name, and he's accepting me as his student. He's accepting me as his. И вы можете радоваться от того, что сегодня вы получите то имя, которое духовный учитель для вас выбрал, и то, что теперь вы будете инициированными. I also want to perfect my Krishna consciousness because if I don't make it, then my spiritual teacher has to come back. А также вы должны чувствовать ответственность, потому что если вы не справитесь и не вернете за одну жизнь в духовный мир, то духовному учителю придется вернуться и помогать вам снова. So Prabhupada said, be kind upon your spiritual master, perfect your Krishna consciousness, go back to the spiritual world, don't have him come back and save you. И Шрила Прабхупада поэтому просил вас всех и нас, что будьте добры к своему духовному учителю, пожалуйста, внимательно прогрессируйте на этом пути, прикладывайте усилия, чтобы не заставлять своего духовного учителя возвращаться, отправляйтесь за одну жизнь домой к Богу. Who are our actual well-wishers? А кто наши вечные доброжелатели? First of all, it's our parents. Прежде всего, это наши родители. They welcome us into this world. Потому что именно они приветствуют нас в этом мире. And although we know we're not the body, we're the soul in the body, the parents from day one, they take care of our body. They give us the facility to grow up strong and healthy so we can make the right choices in life. И несмотря на то, что мы с вами знаем, что мы не есть это тело, мы душа, но несмотря на это, родители — это те, кто помогают заботиться о нашем теле и нас растить, чтобы мы могли дальше духовно прогрессировать. Any of you who are mothers know what it's like to be a mom. И те из вас, кто является мамой, прекрасно знают, какой это тяжелый труд. Where's Gandharvika Sundari? И где наша Гандхарвика Сундари, скрипачка? Подойди сюда. Let her through. Пропустите ее, пожалуйста. She's my favorite violin player in the whole world. Она является моей любимой скрипачкой во всем мире. She's famous in this country as a violinist. И она известна в этой стране как прекрасная скрипачка. She can play with any of the top orchestras in the company. Она может играть в самых лучших оркестрах этой But страны. then she's married, she became pregnant, and she had a daughter, and it's 24/7, 365. И потом она вышла замуж, забеременела, и теперь у нее прекрасный сын.
И она занимается своим сыном 24 часа в сутки. So the son doesn't know it yet, but in the long run he'll be grateful to mother. So in Vedic culture, Indian culture, actually mother and father are worshipable in the sense that they raise us to the point where we can make the right decisions in life, especially the decision to take to a spiritual path. И пока ее сын не понимает, но когда он подрастет, он будет очень благодарен своей маме за то, что она его растила и за ним ухаживала. На самом деле в ведическом обществе мама и папа являются нашими первыми святыми, и это люди, с которыми мы обращаемся с особым почтением, потому что именно они помогли нам дорасти до того момента, когда мы становимся способными принимать уже осознанные и правильные решения. And then we honor our teachers in school. И также мы с почтением относимся к семье, а также к учителям в школе. Because our teachers give us an education how to live in this world in the best way to achieve our ultimate goal. Потому что учителя рассказывают нам, каким образом можно хорошо жить в этом мире и достичь нашей высшей цели. Then we have friends and well-wishers, and we have grandpas and grandmas who are experienced in life, and they share their wisdom with us. А также нас окружают наши друзья, доброжелатели, наши дедушка с бабушкой, которые еще больше знают об этой жизни, потому что они были тут дольше и готовы поделиться своей мудростью. But our best friends in life are the saints. Но наши лучшие друзья в нашей жизни — это святые. Our best friends are the saints. И лучшие друзья — это святые люди. Because they're always concerned about our spiritual welfare. Потому что они всегда озадачены нашим духовным прогрессом, хотят духовного блага для нас. So we honor those saints and we honor our spiritual teacher because he takes responsibility for us. И мы с уважением и почтением относимся к святым людям, а также к нашему духовному учителю, потому что он берет ответственность за нас. His responsibility is to make sure we get a proper education in spiritual life, we act properly in spiritual life, so our chances of going back to the spiritual world are very good. И духовный учитель следит за тем, чтобы мы получали достойное духовное образование, чтобы мы прогрессировали, становились лучше, и чтобы у нас увеличивались шансы вернуться назад в духовный мир. So I'm very happy to be your spiritual teacher. И я очень счастлив быть вашим духовным учителем. I don't consider myself very qualified. I'm acting on the order of my spiritual master. Basically, I'm passing on his grace to all of you. И я не чувствую себя достаточно квалифицированным, но я действую от лица моего духовного учителя, и все, что я делаю, это передаю вам его благословление. So you take the grace of Шрилы Прабхупады and become pure persons. И, пожалуйста, примите их и станьте чистыми людьми. And go back to the spiritual. И отправляйтесь назад в духовный мир. So we're going to call the initiates forward now. И теперь мы будем вызывать тех, кто получает инициацию вперед. And remember the 4 rules and regulations. И помните 4 правила и предписания. Sometimes when you come, you're a little nervous. И это тогда, когда вы ко мне подходите, иногда вы I нервничаете. remember when I was in school, I was respectful of my teachers, so I was always a little bit nervous in front of them. И я помню сам себя, когда я учился еще в школе, и когда меня вызывали учителя к доске, я с большим уважением к ним относился, поэтому иногда боялся. But one of my teachers, he told me, that's okay, because if you're a little bit nervous in front of me, it means you respect me. And he said, you'll take seriously what I'm teaching you. That was my math teacher. Я нервничал перед ними. И однажды мой учитель математики сказал, что это нормально нервничать перед присутствием учителей, потому что это означает, что все, что я скажу, ты очень серьезно запомнишь и воспримешь.